Посмотрите, в каком интересном месте мы сегодня с Ладой находимся. Мы вышли на железнодорожной станции, которая называется Бад Конштадт. Это рядом со Штутгартом. Привет! Мы узнали, что этот городок очень интересный, и поэтому решили сегодня сюда приехать и осмотреться. И еще самое важное, что мы хотим вам сегодня сказать, это сколько мы заработали денег за ноябрь. Так как мы уже начали эту рубрику, рассказываем вам, как мы зарабатываем, сколько мы зарабатываем и получится ли у нас в Германии зарабатывать блогерством так, чтобы спрыгнуть с джоб-центра и жить самостоятельно. Но это чуть позже, а сейчас встречайте город Бад Конштадт. Какая красота, глянь, посмотри, все, уже праздник начинается, глянь. Все в елочных игрушках, все в лампочках, все светится. Люди, по-моему, уже сейчас праздновать начинают. Да, уже насколько начали я неделю назад праздновать. Когда мы с тобой были в Аугсбурге, то мы видели, что люди уже празднуют Рождество вовсю. Смотрите, какая интересная детская железная дорога. Это аттракцион со всякими красивыми гномиками, фигурками. С инсталляциями библейских сюжетов, я бы сказала. Вот это Мария, это Иосиф, а это младенец Иисус. А это дальше стоят волхвы, которые принесли подарки. Ну все на эту тему сейчас. Да. Рождество. Посмотри, какой красивый храм. Здесь на табличке написано, что это Штадткирхе, то есть это городская церковь. Кому посвящена, не написано, но написано, что начала она строиться в 1471 году, очень давно. А вот эта дверь просто уникальная, посмотрите, она из какого-то металла выполнена, который зеленеет со временем, возможно, бронза. Обновлена в 1858 году. И человечки такие на двери железные, выразительные. Что-то делают. Тоже, наверное, библейский. Это тоже библейский сюжет, это Христос, да, в терновом венце. Ну ладно, мы сегодня не по церквям, мы сегодня хотим пробежаться по знаковым местам этого города и направляемся к самому старому зданию. Ему тоже около 500 лет. Оно было построено в 1463 году. Нам отсюда, Google говорит, до него идти всего лишь 180 метров. И по дороге мы будем рассматривать центральные улочки с его магазинами и ресторанами. Играет джаз в магазине Дивина Марина. Интересный Да, на магазин. такую музыку хочется зайти купить куртку красивую. Привлекают так клиентов. Этот город сколько жителей? Ну, в самом городке 18 тысяч жителей насчитывается. Небольшой вроде как. Да, он как бы и по территории небольшой. Но он, кстати, древний, и его тоже основали римляне. Тоже как форпост, да? Да, еще в начале нашей эры. Жильдиван? Так, мы не можем пройти. Тут какие-то разборки. Страшно. Подростки между собой там шаурму делят. В общем, где-то здесь на реке Некар римляне построили форпост. Это была граница Римской империи в те времена. И они здесь обнаружили еще источники горячие, минеральные источники, в которых можно было купаться и исцеляться. То есть они как бы лечебные. То есть это город-курорт получается? Да. Сегодня еще и солнце вышло, Ага. хотя с Классно, утра был весна. вообще дождь, такая Весна. была мрачная погода сегодня. Друзья, мы ищем это здание, которое самое старое в этом городе, и не можем его найти. Оно должно быть где-то здесь. Возможно, оно на реставрации, или мы еще
Не можем просто понять, где оно. Но нашли центральную площадь и Радхаус, то есть мэрию. И смотри, такая себе уютная площадь. Да. Очень много деревьев больших, что редко для Германии. И смотри, напротив старых зданий такое ультрасовременное стоит. Такое вот темное, такое все из железа и стекла. И несмотря на то, что оно ультрасовременное, оно сюда очень хорошо вписывается. Это отлично внутри, да? вписалось, да, мне нравится. Вот они умеют сочетать вот это вот все старинное и новое. Ну, крыша у него черепичная, и на ней еще солнечные батареи. Вот этот дом, ему, считайте сами, с 1463 года много-много лет. И он как бы в таком виде и стоит, вот видите. И здесь внутри у него ресторан сейчас. Ну да, действительно, видно, что старый, старинный. Очень интересный дом. Старые ворота такие, кусок стены. Мне нравится. Вот кусок стены. Шикарно. Ходили кругами, не могли его найти. И тут неожиданно. Впечатляет. Такое все кривое. Ну, действительно, впечатляет своей старостью, кривизной. Да. И какой-то такой вот настоящий стиль. Такая бабка-ёшка сейчас выглядывает. Бабка-ёшка здесь жила. Мы хотим зайти взять Алло, кофе, тортики, что-нибудь съесть. haben Sie Tee? Schwarztee. Что мы еще возьмем? Мы с Ладой немножко подзамерзли, зашли в кафе, взяли по одному чаю. Нам почему-то хочется больше чая, чем кофе. Черный чай и по 2 булочки, точнее круассан, Круассан и шнеке. Шнеке это улитка такая. И сейчас мы вам покажем нашу творческую студию, потому что нас, ну, как бы уже просят, месяц прошел, отчитаться, так сказать, за проделанную работу. И Ну, я думаю, вам тоже интересно будет, как. Это не то, что мы, допустим, выпендриваемся, сколько мы получили. Просто это наш с вами эксперимент общий. Можно ли в Германии заработать блогерством? Вот наша творческая студия. Сразу перейдем на вкладку «Монетизация». И здесь, вуаля, видите, крупным шрифтом написано 2688 евро за ноябрь месяц. Получим мы эту сумму только в конце декабря с 21 по 26 число. Могу показать вам за все 3 месяца вот наши платежи. Смотрите, в первом месяце было 1823, во втором 2302 евро и в третьем еще на 300 евро больше, почти на 400. То есть наблюдается увеличение денег. Увеличение вашей активности, друзья, за что мы Спасибо. очень вам благодарны. Но YouTube очень непостоянная вещь. Смотрите, что сейчас вам покажу. Переходим на вкладку «Контент». Здесь у нас есть одно из последних видео, вот оно. Нет, Это не то, да. Извините, сейчас вернусь. Вот это видео про Аугсбург, оно нас удивило немножко неприятно. Заходим на эффективность видео и его доход. Так, смотрите. Оно заработало меньше, чем предыдущее видео, намного. в 2 раза меньше. Да. И почему, смотрите, написано доход на 1000 просмотров 2 евро 26 центов. Тогда как на предыдущем видео, сейчас я вам воочию все это покажу, вот на этом видео такая же аналогичная сумма в 3 раза больше, не в 2 даже, а в 3 раза. Смотри, здесь написано доход на 1000 просмотров 6,39. То есть это евро 400, это видео 400 евро заработало, а то видео заработало всего 100 с чем-то. То есть да. это Хотя просмотры у них, ну так, плюс-минус одинаковые. одинаковые, да. От чего это зависит, мы сами в шоке, не понимаем. Ну, у нас есть предположение, что это видео, которое мало заработало, в нем тематика. Тематика неправильная. То есть та, которая Ютубу не нравится. Видите, здесь Аугсбург, и там Лада стоит в подвале, в таком помещении, которое предназначено для того, чтобы в нем прятаться. Мы не будем называть это слово, потому что, как сказал нам GPT-чат, вот эти вот все военная тематика, она блокирует
рекламу. То есть рекламодатели не знают, что поставить на военную тематику, и поэтому ставится значок к этому видео видео с ограниченной рекламой. Поэтому оно, то есть там есть реклама, только очень мало, поэтому оно гораздо дешевле. Да, гораздо меньше зарабатывать. Вот, а мы этих нюансов как бы не знали. Ну, в общем-то знали, но вот такая мелочь, как всего лишь упоминание вот этого вот слова, это просто удивительно. Вот, это мы для тех, кто тоже собирается заниматься ютубом. Вы должны понимать, что алгоритмы ютуба очень странные. Иногда они выносят видео куда-то в рекомендации, и видео набирает миллионы и миллионы, хотя на самом деле видео может не быть таким каким-то выдающимся. А иногда видео очень хорошее. Мы знаем таких блогеров, у которых много хороших видео, но они почему-то не заходят. По поводу нашей новой зарплаты. Дело в том, что получается, что мы заработали 2688 евро брутто, и нам интересно, сколько получится нетто, то есть чистыми, сколько останется. Мы можем это посчитать только приблизительно, потому что нам сказали, что будет около 36% минус. Смотрите, то есть мы высчитали, у нас сейчас 2688, минус 36%. Получается, это нетто, и это 1720 евро. И это уже сумма, которую Джоб-центр нам озвучивал, достаточную для того, чтобы мы уже жили самостоятельно, без всяких пособий. Когда мы получим уже на карточку эти деньги, мы вышлем Джоб-центру отчет о том, что мы их получили. И, возможно, они скажут, что все, эта сумма достаточная для того, чтобы вы все оплачивали сами. Посмотрите, как сейчас красиво солнце вышло, освещает вот эти корабли, реку, и на корабле есть пальмы, и такое создается впечатление, что мы действительно в каком-то экзотическом месте. Уникальная погода сегодня. Мы с утра вышли, было вообще мрачно, настолько пасмурно, ужасно. А сейчас вот солнце как бы нам способствует. Вообще нам многое сейчас способствует, даже вот судя по нашей зарплате, потому что мы каждый месяц зарабатываем все больше и больше. Это как бы такой хороший признак. Мы стараемся выйти на уровень, где мы уже будем независимыми от Джоб-центра. Но это не всегда может быть так. Да. В Ютубе очень нестабильные заработки, и если сейчас подъем, то в принципе через какое-то время может быть спад, может быть потеря интереса, может быть вообще какая-то другая политика Ютуба. Нам сейчас очень много пишут в личку, тоже хотят быть блогерами, тоже хотят также зарабатывать. Вот. Поэтому мы хотим их предупредить, что это не очень легкая работа. Несмотря на то, что все говорят, да, что там с камерой бегать, снимать. То есть эта работа гораздо сложнее, чем работать на каком-то определенном месте. Конечно, физически, возможно, легче, но морально спокойнее зарабатывать какую-то определенную зарплату, рассчитывать на нее, вот, чем YouTube. YouTube может быть сегодня 2700, а завтра может быть 500. А платить за квартиру все равно надо. Да. Поэтому такое. YouTube он такой эксперимент. чем-то похож на погоду в Германии, да? Да. Вот смотрите, там тучи, здесь солнце, все так переменчиво. Поэтому мы предупреждаем людей, которые по нашему примеру хотят броситься с головой в этот омут заработка на YouTube, блогерства. Вы, конечно, пробуйте, но в принципе, если вы разочаруетесь, то это не наша вина. Мы хотим вам сказать, что да, есть еще минусы. Знаете в чем? Например, хейт. Это очень сильный минус для людей, у которых, не знаю, как сказать, неустойчивая психика, что ли, да. Вот даже для нас, кстати, тоже очень трудно, когда нам пишут откровенные гадости. Мы пытаемся, конечно, не принимать это близко к сердцу, но все равно осадок остается. Даже несмотря на то, что есть 1000 хороших, теплых комментариев, за которые мы очень благодарны людям. Но один-два может испортить тебе настроение. Вообще, я знаю даже блогеров, которые отказались от YouTube только из-за нескольких комментариев. То есть их настолько это задело. Тут надо иметь очень много терпения, смирения и прощать людям. Ну, что поделать, им, наверное, еще хуже. Бродим с Ладой вокруг реки. Вот эти места я часто видел, проезжая здесь на поезде по мосту. Интересно было смотреть сюда. Теперь мы наконец тут ходим.
смотрите, стоит большой корабль или катер. Называется Вильгельма. В честь вот этого вот сада. Здесь находится самая главная достопримечательность Бад Конштадта. Это сад Вильгельма. Ботанический, зоологический сад. И еще здесь есть зоопарк. Этот сад был основан в 1846 году королем Вильгельмом I. Изначально задумывался как частный парк с дворцом в мавританском стиле, но потом в 1880 году стал доступен широкой публике. А в годы Второй мировой войны был сильно поврежден, но восстановлен и переориентирован на экологические и ботанические функции. Видно крутой, сильно ботанический сад. Надо будет как-то весной его Да. посетить. Здесь более 7000 видов растений, оранжереи экзотические, какие-то выставки цветочные. Вот. А зоопарк тоже интересный. Тут более 11 тысяч животных. 11 тысяч, ничего себе. Да, около 1200 видов. Друзья, если вы хотите, чтобы мы посетили зоопарк, если вам Ну. это интересно, пишите нам, мы сходим. Это один из самых разнообразных зоопарков мира. Ничего себе, гориллы, шимпанзе, слоны, жирафы, тигры, львы, крупные рогатые животные, короче, рептилии, амфибии, в общем, все, что только можно придумать, здесь есть. Не знаю, если хотите, мы сходим, пишите нам в комментариях. Вот. И для детей здесь есть еще какие-то игровые зоны, контактный зоопарк с домашними животными, это там, где дети, наверное, с животными могут поиграть, тоже интересно. Сюда надо идти, скорее всего, либо весной, либо летом, потому И что на целый сейчас день, и да. на целый день, и желательно с детьми, с маленькими. Люди, дайте нам, пожалуйста, детей, чтобы мы с ними сходили в зоопарк. В аренду, так сказать. Body real nice, I'm a centerfold. Make him take me to the mall and cop 10 of those. I don't want your man, I ain't in the hoes. Got a big ass, real soft, like a dinner roll. Yeah, I know you like that. You just send a DM, I don't write back. Bitches think I wanna be him, it ain't like that. This little kitty got some grip, yeah, bite back. Первый раз в жизни вижу людей, которые обрисовывают стены. Вот они, значит, какие эти граффитеры, или как их назвать. Смотрите, пообрисовывали здесь все. Это такое современное искусство. Музон у них играет, они, короче, такие. Ага. Молодые люди, это их увлечение, да, получается? Они не жалеют денег на эту краску. И Покупают. хорошо рисуют, посмотри. Ну, как бы определенный стиль, я бы сказал, тут в основном какие-то буквы объемные, да? И, ну, есть и вот такие рисунки, да? А что обозначают эти буквы, тут непонятно. Они, скорее всего, ничего не обозначают. Может быть, какие-то имена. Преисподняя. Что-то мрачное, да? Есть такое. Welcome в ад. Смотрите, они даже здесь понарисовывали. Или это, может быть, их младшие братья, которые как бы меньше денег имеют, меньше краски. Ступеньки просто пообрисовывали. Мелкие просто, на больше денег не хватит. Да. Я всегда думал, что этим занимаются дети. Вот это точно дети, да, понарисовывали. А вот те серьезные рисунки, это да, это такие художники уже, можно сказать, забацали. Мы с Ладой в этом году ездили в Мюнхен на Октоберфест. А потом узнали, что вот здесь, в Бад Конштадте, на этом месте, здесь, где сейчас стоит вот этот вот цирк, здесь... Weltweit nach Circus. Это сейчас. А летом здесь проводится фестиваль такой пивной, как в Октоберфесте в Мюнхене. Здесь тоже стоят такие пивные палатки. Здесь огромный фестиваль, он второй по значению в Германии. Но сейчас здесь можно сходить на цирковое представление. Смотрите, какие стоят большие шатры. Это какой-то мировой цирк написано. Причем рождественский. Сейчас Лада пошла, наверное, за цены посмотрит. Здесь касса, продаются билеты.
в 9 часов вечера Мгм. представление, в 2:30 это привата форштеллинг, приватное представление. Да. Ну, а цены? Цен. Вот, смотри, сейчас. Ух ты, 72 евро. Это, наверное, по удаленности от сцены, да? А потом Да, это 65. И самая дешевая цена 28 евро. Ну, наверное, что-то интересное. Здесь просто вот даже расписано, вот красная цена, вот там где здесь 45 евро, видишь, синяя 65 евро, По зонам. желтая 71, вот тут вот. То есть где лучше видно, Где там ближе, дороже. там и дороже, да. Но видите, какой вход таинственный. Ой, как интересно, огромный такой, да, цирк. Никогда в жизни в цирке не было, только в детстве. Я тоже в И детстве был как-то последний желания раз. нет идти, я не знаю А почему. тем более за такую цену как-то нет А еще желания. посмотришь цену, так вообще отпадает все. Держим с тобой путь дальше в сторону музея Mercedes-Benz. Все-таки Штутгарт и его пригород — это родина автомобилестроения. Мы должны вам это показать. Видите, здесь огромная пустая площадка. Вот именно здесь располагаются павильоны, в которых продается пиво, аттракционы, здесь ставят колесо обозрения. В общем, здесь такой огромный лунопарк или просто парк, не знаю, парк развлечений. Бывает летом, а сейчас пусто. И здесь мы с Ладой увидели вывеску Штрасsenбан, то есть трамвай. Где-то здесь должен быть трамвай. Мы хотим до музея Мерседеса подъехать на трамвае, потому что уже мы немножко устали ходить. Это музей. Слушай, я думал, это настоящий Это Штрасsenбан. музей. Типа. Сейчас нас трамвайчик подвезет до музея Мерседеса, а это Штрасsenбан музеум. То есть здесь музей старых трамваев. Смотрите, это старинные какие-то трамвайчики. Красивые такие, аккуратные. Ну, красивые вагончики такие деревянные. Любят немцы все превращать в музей. Сейчас мы подойдем у этих вот людей, спросим, платный, не платный. Баттенштадт. О, нам даже разрешили вовнутрь зайти. Посмотрите, какой старинный трамвайчик. Ух ты, это управление трамваем. Смотрите, рация лежит. Такие ручки вместо руля, да? Смотри. Это очень прикольно. О, деревянные лавочки. Ты что, это старина? Это так сидели, ехали. Сумка проводника или кого-то, Да. вот, машиниста, да? Да. И вот в ту сторону тоже так можно. Смотрите, какое все настоящее, деревянное. Лампочка горит. А там вон вагон-ресторан, смотри. Да, напротив да. вагон-ресторан. Да. О, там можно было поесть. Ja, aus der Ukraine. Ukraine, ja. Dankeschön, Dankeschön. Dankeschön. Sehr gut. Alte Straßenbahn, ja? Welche Jahre? Diese 1921. Dankeschön, tschüss. Это Tschüss. 21 года, я помню, 1921 года выпуска. этот трамвай. 21, ja. 21. Ну круто. Не подъехали, зато посмотрели на трамвае. Все, ладно. Тогда мы идем пешком в музей Мерседес. Luna de noche, canto por ti. Tú no respondes, luna, te perdí. На пути в музей Мерседес мы с Ладой подошли к огромной спортивной арене. Это вот как раз стадион, на котором проводятся футбольные матчи. У нас здесь этим летом проходил чемпионат европейский по футболу. И здесь проводились матчи, в том числе и Украина играла с разными странами. И мы могли бы, в принципе, если бы были футбольными болельщиками, приехать сюда и попасть на футбол вживую. Но, к счастью, мы не футбольные болельщики. No quiero aceptar que todo acabará por otra mujer. И он уже вдалеке, ну не очень далеко, блестит серебристое здание музея Мерседеса.
В общем, пора рассказать о том, что мы купили заранее туда билет. Вообще билет стоит туда 16 евро на взрослого человека. Но если вы идете вечером с 16:30, то можно пройти за полцены. Музей работает до 18 часов, то есть получается 1,5 часа можно погулять за полцены. И мы купили билеты онлайн на их официальном сайте, потому что мы боялись, что, может быть, в это время их быстро разбирают, может, много желающих попасть за полцены. Мы сейчас это как раз и выясним. Вот у нас с Ладой такие билеты в формате PDF нам на почту прислали. 2 штучки. Здесь с QR-кодом, возможно, его надо будет сканировать. Сейчас полчаса, и мы уже сможем заходить. Мы оставили свои куртки и свой рюкзак вон там в камере хранения. Теперь с Ладой сейчас пойдем, уже время пришло. Можно проходить. Мы еще не знаем, где здесь вход. Мы еще не вошли в сам музей. Мы еще в зоне, так сказать, отдыха или не знаю, как это назвать, пространство. Но мы уже можем видеть машины на стенах. Здесь машины стоят на всяких подставках. Хорошо, что здесь можно перекусить, туалет и все. В общем, можно тусоваться целый день. Мы дождались своего времени. Сейчас уже мы можем зайти. Видимо, вот здесь сканер. Туда-сюда води. Вверх, ниже. О, все, зеленый. Иди. О, теперь я могу идти. Такой лифт. Это как капсула в будущее. Набиваются люди. Orayı okutup binmeyeceğiz. Öyle diyor zaten otomatik olarak. Hadi o kısma gelemedim. Ben bunu geri istiyorum. Öyle değil diyorlar. Tutman yeterli diyor. Çok iyi. Evet. Экскурсия начинается с верхнего этажа. И здесь лошадь. Представляете? Ну, справедливо, потому что машиностроение началось гораздо позже. Сначала все ездили на лошадях и на повозках. Ну, естественно, конечно же, и повозки. Смотрите. Кстати, если немножко рассказать про историю машиностроения, связанную с Бад Конштатом как раз, то здесь жили такие люди, очень известные имена в машиностроении, в создании первых машин. Это Готлиб Даймлер и Вильгельм Майбах. Они как раз и сделали первый автомобиль. Это не он. Вот он, первый автомобиль, который был сделан здесь, в Бад Конштате, в теплице. Они взяли вот этот трехколесный самокат, так сказать, да, и прикрепили к нему одноцилиндровый бензиновый мотор. Это они сделали в теплице просто, понимаете? И это был самый первый автомобиль в мире. Вот он сейчас здесь крутится. А вот этот автомобиль уже сделал, по-моему, Mercedes-Benz. То есть этот Карл Бенц. Здесь вот написано, видите, Benz Partner Motorwagen. В 1886 году. Должен вам сказать, что самый первый этаж, точнее он самый верхний этаж со старинными автомобилями нас сразу же сильно впечатлил с Ладой. Именно этого-то мы и не видели никогда. Ах, вот почему здесь такое странное здание. Здесь просто такие покатые склоны, по которым можно спуститься на нижний этаж без ступенек по кругу. Ага, переходим к следующей эпохе. Машины этой эпохи, это начало 20 века, они очень интересные. Смотрите, сколько всякой изысканности, всяких деталей.
никакой обтекаемости. Просто вот такие вот шедевры. Это огромная машина, длинная. Слушай, ну я не знаю, почему мне эти автомобили больше нравятся, чем современные. Почему раньше делали красивее все? Это так же, как с архитектурой. Тебе же Да, и старинные... архитектура мне старинная больше нравится. Раньше люди не могли позволить себе делать что-нибудь такое квадратное, как сейчас Тесла. Видела новую Теслу? Это вообще настолько упрощенный дизайн, не сравнить с этими красавцами. Посмотри, какая красота. Ну вообще, прям хочется залезть и поехать куда-то во дворец. свой. Да. Ну, все соответствует стилю, конечно, да. Тут все написано, какие модели, в каком году выпущено. Это, например, модель 1902 года. Ну это что-то странное, честно говоря. Эвакуатор Точно. старинный. Отсюда сверху еще и на улицу открывается прекрасный вид. Посмотрите, эта дорога, это в Штутгарт. Кто-то Какие-то- играет в футбол. Да, футбольные поля какие-то. А вот арена, возле которой мы были, это все вид на Штутгарт. Но отсюда гораздо интереснее, чем там мы ходили, вообще не прикольно было. Фильмы. Показывают фильмы тех времен, времен этих автомобилей. Да, и Женщины, музыка. Ага. мужчины какие были. Вот история. Дирижабль, да, или что это? Ну да, это дирижабль. Возможно, Мерседес выпускал дирижабли. Вот эта эпоха мне тоже нравится. Тоже неплохая, но та была интереснее. Все-таки, Да? Да. Здесь уже попроще немножко. да, вот То есть мы- упрощается все. Замечаем историю упрощения дизайна, да? Стало больше прямых линий, меньше всяких торчащих деталей. Вот. Больше обтекаемости стало. Смотри, какая смешная. Сейчас давай эту Интересно. рассмотрим. О, это уже почти современный дизайн. Давай посмотрим, каких лет эти машины. Как-то они все стоят в разные стороны, смотрят. Не поймешь, Вот здесь откуда написано. заходить. Выпускалась эта машина с 34 по 39 год, да? Ну, это, наверное, супер модель. Какая-нибудь легендарная Мерседесина. Вот такие часто в фильмах показывают. Ну, наподобие. Я не знаю, точно ли. Смотри, а какая она купить такую длинная. машину и ездить на ней. А есть же любители, которые ездят до сих пор на чем-то. Это 1937 года машина. Камрад называется этот самолет. Но я не вижу здесь знака Мерседеса. Возможно, здесь использован двигатель от Мерседеса. Движемся дальше. О, смотри, а вот этот лифт, он вообще похож на капсулу в будущее, да? Как космический корабль летит. Погнал. Мы на нем сюда заезжали. Вообще, обычно я не люблю музеи, это какая-то скукотища. Но здесь интересно, реально интересно. Потому что мы все сталкиваемся с машинами периодически. И все можем как бы видеть по фильмам даже, как развивалась эта индустрия. Вот всякие грузовики здесь. Некоторые даже до сих пор ездят по улицам вот с такими мордами. А смотри, действительно эвакуатор. Ну да. Видишь? Какую плоскую машину он на себя погрузил. Очаровашка, да? А где тут? Я вообще не понимаю, где там сидеть. Что это вообще? Стекла вообще нету лобового. Где Он зад, просто- где вперед, руль посередине. Они- Да, да, да. Смотри, лобовое стекло малюсенькое просто какое-то. И зеркало заднего вида торчит вот здесь. Вот это еще, смотри, круть какая. Трубы, боже мой, это, наверное, гоночная Ну машина. да. О, это времена хиппи уже. Я чувствую что-то интересное. Красавчики. Точнее, это как раз перед тем, как появились хиппи. В 45-м закончилась война и началась новая эпоха. Начали делать такие симпатичные, обтекаемые машины. Соответственно, музыка играет уже.
Ты знаешь, нам еще повезло, сегодня не так много народу. Я так понимаю, здесь иногда не подступиться к экспонатам. Крылатый Mercedes 300 SL. Ну вот эти уже мне не очень нравятся. Да. Они мне напоминают уже какие-то более советские машины. Они какие-то громоздкие, большие, напыщенные такие. Не вызывают вдохновения. Не вызывают, нет. Это эпоха Это тебе меня не первая. не которая- вдохновляет, да, серьезно. Одежда почти такая, как у нас. Посмотри, штаны похожи. 76-й год, это родные времена. Лада говорит, я одета почти так же, как они. Посмотрите на эти счастливые лица хипареи, гитары. И еще разные атрибуты, которые я не называю словами, потому что они веселили сознание и делали это время уникальным. Рок-н-ролл, да, это можно говорить. Вот машины, на которых катались в те времена. Ну смотри, это уже ну просто куколка. Вот мне нравится, вот этот дизайн отличный. Смотри, она такая как бы миниатюрная, но она утонченная такая вся. Обожаю вот такого плана машины. В принципе, я не притязательный в этом плане. Но расскажу вам историю о том, как мы купили свой Peugeot. Это Лада выбирала, и Лада выбирала Peugeot по дизайну, да? Ну и по марке. Ну, по марке, Мне по хотелось значочку. французскую машину, Да. именно Peugeot. Мне нравится. Со львом. Мне понравился значок. И вообще, мне понравилась форма. Да. Круглая такая, вот она какая-то уютная, такая французская. Ну, прям француженка. Такая бы тебе не зашла, Нет. да? Нет. То есть смотри, в этом зале мне только одна машина понравилась. Это тоже мне не нравится, она напоминает мне 90-е годы. Почему-то, хотя она, наверное, 84-го года Она похожа изготовления. на Жигули, вот это, на Ладу. Ну, Не похожа, ну. Ладу, не может быть, похожа. наоборот. Лада похожа на Мерседес. А, кстати, расскажу вам этот анекдот. Можно, Лада? Ну давай, валяй. Когда-то был фильм, в котором главную героиню звали Мерседес. И Лада, сидя на диване и глядя этот фильм, сказала: странное какое-то имя, как у машины. Я на нее посмотрел и сказал: и это говоришь ты, которую зовут Лада? Когда со мной знакомились, и когда я говорила, как тебя зовут, я говорю, Лада, мне отвечали, очень приятно, москвич. И это было всегда. Всегда, Просто да? каждый раз, да. На этом заканчивается основная экспозиция этого музея. Мы уже все посмотрели. Тут даже, вот видите, для детей какие-то игры, можно колеса менять. Очень интересно. Даже мне, который далек от автомобильной темы, хотя я и езжу на машине, но, Даже в общем-то, мне я никогда... далекая от машин. Да, я никогда серьезно в автомобилизм не проникал. Видите, человек в наушниках стоит. Это значит, он сейчас слушает аудиогида, и тот ему рассказывает все, что здесь можно посмотреть, потрогать, и в какие времена это было сделано. А мы с вами, друзья, на этом прощаемся. Всем хороших путешествий, мира, счастья, добра. Всем пока. Лада вам помашет. Пока. Подписывайтесь на наш канал, следите за нашими следующими Ставьте видео. лайки.